В прошлом месяце группа лиц, которые отчаянно борются против всемирного потепления, сначала облили томатным супом картину «Подсолнухи» Ван Гога, затем они облили картофельным пюре с Агасена Мане, и, наконец, один придурок попытался приклеить собственную голову к картине «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера. Музейный вандализм, когда люди пытаются испортить или уничтожить какие-то знаменитые произведения искусства, чтобы привлечь внимание к своим личным или каким-то политическим проблемам, это не изобретение нашего времени. Все это началось еще в конце XIX века. В 1885 году в Вене проходила выставка работ Верещагина. Сейчас трудно в это поверить, но Верещагин в те годы был контркультурой, и его картины на религиозные темы вызывали массу эмоций. И один католический монах облил 6 картин кислотой, отчего 2 из них были безнадежно испорчены. И он подал пример. Люди начали набрасываться на картины с ножами, бритвами, отвертками, ножницами, кислотой и краской. И на рубеже 19 и 20 веков проблема стала настолько остра, что руководство Лувра приняло решение оправить 1500 из своих наиболее ценных экспонатов под стекло. До этого картины в музеях, картины маслом, висели нагишом, потому что стекло, строго говоря, мешает восприятию картины. Оно блестит, оно отражает. И это решение руководства Лувра вызвало, в общем-то, массу критики. Но в 1907 году в Лувре дважды пытались покушаться на картины. Изрезали картину Энгра и еще одну. И поэтому дирекция решила принять какие-то меры. И по иронии судьбы, это решение привело к похищению одного из самых знаменитых и ценных полотен, хранящихся в музее – кражи Моны Лизы. Итак, в 1911 году Лувр решает поместить часть своей коллекции картин под стекло. Это был большой проект, он занял несколько месяцев, и им занимались не сотрудники Лувра. Для этого наняли парижскую фирму, которая прислала 5 мастеров. Одним из этих мастеров был итальянский иммигрант по имени Винченцо Перуджа. Он был профессиональным художником-оформителем, прикладным художником, то есть он не рисовал картины, но он мог что-то расписать, он делал декоративные работы, он делал рамы, и в том числе он остеклял картины. Он приехал в Париж, потому что в родной Италии он не мог найти работу. В те годы Италия была в не очень хорошем экономическом положении, и итальянские рабочие мигранты во Франции находились примерно в такой же ситуации, как в наше время мексиканцы в Соединенных Штатах или жители Средней Азии в России. Итальянцы приезжали во Францию, чтобы подзаработать, и они брались за такие работы, за которые французы не хотели браться, или за такие деньги, за которые французы не хотели работать. И французы смотрели на итальянцев свысока, называли их макаронниками и всячески над ними издевались. Перуджа был простым парнем, без претензий, но именно работа в Лувре заставила его иначе посмотреть на эту ситуацию. Он работал на протяжении нескольких месяцев в окружении шедевров искусства, созданных в его родной стране, созданных его земляками – Леонардо, Рафаэлем, Тицианом, Тинторетто, Веронезе. Французы преклонялись перед классиками итальянского ренессанса, и при этом они относились к итальянцам-современникам, таким как Перуджа и его друзья, как к людям второго сорта. И это начинало задевать уже не только его личную, но и его национальную гордость. Однажды ему на глаза попалась книга, в которой была иллюстрация, изображавшая целый караван с картинами, статуями и другими произведениями искусства, которые наполеоновская армия вывозила из Италии после итальянской кампании Бонапарта. Перуджа был не очень-то образованным человеком, и он сделал вывод, что все произведения
итальянского искусства, которые находятся в Лувре, были фактически похищены Наполеоном из Италии, были украдены. И он решает совершить патриотический поступок – вернуть родной стране хотя бы одно великое произведение, украденное французами. Перуджа выбрал Мону Лизу не потому, что он считал ее самым лучшим или самым важным произведением, а в общем-то за размер. Попробуйте вынести брак в Канне галилейской Веронезе из музея. Это 10 на 7 метров. А Мона Лиза – это поясной портрет чуть меньше натуральной величины. Его можно просто сунуть под мышку и выйти. Парадоксально, но по своему невежеству Перуджа выбрал как раз то произведение, которое не было украдено Наполеоном из Италии. Мона Лиза находится во Франции совершенно законно. Последние 3 года своей жизни Леонардо да Винчи провел во Франции при дворе короля Франциска I. Портрет Моны Лизы он начал за 13 лет до этого. Это был заказной портрет, но Леонардо до конца жизни не расстался с ним и не отдал заказчику. По всей видимости, он считал его все еще незавершенным. И когда Леонардо умер во Франции, король Франциск I купил Мону Лизу за большие деньги и поместил его в своей резиденции Фонтебло. После чего она перекочевала в Версаль, а после французской революции Мона Лиза становится национальным достоянием французов и переезжает в Лувр. Но Перуджа об этом не знал, потому что он, повторяюсь, был простым необразованным парнем, и он решил вернуть Мону Лизу Италии. Вообще-то до начала 20 века Мона Лиза не была так уж знаменита. Про нее знали знатоки Ренессанса, ценители искусства Леонардо, но широкая публика о Моне Лизе практически не знала. Никто, кто лично не был в Лувре, понятия не имел, как она выглядит. Это очень хорошо видно, к примеру, на картине «Галерея Лувра», написанной в 30-х годах 19 века. Найдите здесь Джоконду. А, вот она, родная. Висит между Веронезе и Лисером и Рубенсом. Обратите внимание, как никто из посетителей не обращает на нее внимания. Никто не толпится рядом с ней, не пытается сфотографировать ее на телефончик. Барышни, которые занимаются копированием классиков, сидят к ней спиной. Мону Лизу ценили знатоки, но она еще не стала таким материальным символом искусства как такового по дефолту, каким она является сейчас. Она стала им только после того, как исчезла. План Перуджи был абсолютно примитивен, и, видимо, именно поэтому он удался. К этому времени он уже не работал в Лувре, они закончили свой проект, но за время работы в музее Перуджа очень хорошо узнал график работы музея, стиль его работы и расположение залов. 21 августа 1911 года был понедельник, и это был выходной день в Лувре. Это не означало, что в музее никого не было, это означало, что он был закрыт для посетителей, и это был технический день, когда персонал музея занимается чисткой, уборкой, какими-то мелкими ремонтными работами, в общем, хозяйством. И Перуджа в 7 утра в белом халате, какой носили все внутренние работники Лувра, просто вмешался в толпу сотрудников и вошел в музей через служебный вход. Никто не обратил на него внимания. После чего он пошел в зал, где висела Мона Лиза, убедился, что никого вокруг нет, и снял портрет со стены. Между прочим, Мона Лиза довольно тяжелая. Она написана не на холсте, она написана на толстенной деревянной доске вот такого размера. То есть Мона Лиза даже без рамы весит 8 килограмм. А в музее она висела в толстой солидной раме и уже под стеклом. Причем это не просто была стеколка под рамой, как вы оформляете свои фотографии из отпуска. Это был фактически ящик, застекленный ящик, в который вставлялась картина и сверху навешивалась рама. Вся конструкция была очень тяжелой. Некоторые современные сторонники теории заговора считают, что она весила 91 килограмм, после чего они задают вопросы, а действовал ли Перуджа один? Разве мог он уносить такую тяжесть в одиночку? Но газеты того времени сообщали, что Мона Лиза в окладе весила 35 килограмм.
Все еще солидный вес, но приемлемый для одного мужчины. В любом случае, Перуджи нужно было срочно избавиться от лишней тяжести, от рамы и стекла. Поэтому он первым делом вытащил картину на ближайшую внутреннюю служебную лестницу. У него с собой была отвертка, и он вынул картины из рамы из-под стекла. После чего он намеревался просто тут же спуститься по лестнице и выйти в ближайшую служебную дверь. Но дверь оказалась заперта, и Перуджа с Джокондой оказались в ловушке. Он попытался при помощи своей отвертки снять замок с двери и уже успел открутить ручку, когда мимо проходил сантехник Лувра. А что это вы здесь делаете? А? Сантехник увидел человека в белом халате, абсолютно ничего не заподозрил. Он подумал, что это просто кто-то из сотрудников занимается своими делами, и помог ему открыть дверь. После чего сантехник пошел по своим делам, а Перуджа завернул картину в халат, сунул под мышку, вышел из двери, прошел через внутренний дворик, через галерею, через еще один двор, и потом он вышел через основное здание, через передний вход. Картины не хватились сутки. Весь понедельник сотрудники музея проходили мимо пустого места на стене, и как в фильме «Старики-разбойники», все они думали, мало ли что, может быть, картину унесли на чистку или на реставрацию, или фотографировать. Никто не придал этому значения. Что вы собираетесь делать? Отнесем ее на рекламацию. На реставрацию? Ну да. Панику подняли только во вторник, когда один из посетителей, художник, который специально пришел в Лувр, чтобы сделать копию с Моны Лизы, начал задавать вопросы, куда делась картина и когда она вернется на место. Стали разбираться и поняли, что картина исчезла. Поднялась жуткая паника, Лувр закрыли, обыскали все помещения. На это понадобилось несколько дней, потому что Лувр – это огромное здание. Нашли раму и стекло на лестничной клетке и поняли, что картина украдена. Для французов это был шок. Дело было даже не в самой Моне Лизе, не в ее ценности, потому что, повторяюсь, тогда она еще не была так знаменита. Дело было в самом факте покушения на Лувр, на сокровищницу французского народа. Каждый из французов счел это личным оскорблением. Новость была во всех газетах. А поскольку на дне Атлантического океана уже лежал телеграфный кабель, то новость об исчезновении Моны Лизы облетела весь мир в течение нескольких часов. И, кстати, доказательство того, что Мона Лиза в те времена была малоизвестна. Вашингтон-Пост поместил под заметкой о краже Моны Лизы фотографию другой картины Леонардо да Винчи, Моны Ванны, потому что никто не знал, как выглядит Мона Лиза. Она стала известна только после кражи. Руководство следствием взял на себя Луи Лапен, комиссар парижской полиции. В те времена он считался одним из лучших сыщиков Европы. Лапен был уверен, что Мону Лизу украли иностранцы с целью вывести из Франции. То есть в чем-то он был даже прав. В чем он был неправ, так это в том, что он был убежден, что Мону Лизу похитили исключительно умные, образованные люди, прекрасно разбирающиеся в искусстве. И именно этим был вызван выбор этой малоизвестной, но очень ценной картины. Париж оцепили, обыскивали багаж, обыскивали чемоданы и сундуки туристов, которые пытались выехать из Франции. Лапен был убежден, что за кражей Моны Лизы стоит или какой-то чрезвычайно богатый и образованный иностранец, к примеру, Джей-Пи Морган, о котором вы знаете по истории о Титанике, всерьез подозревался в краже Моны Лизы, потому что на самом деле Джей-Пи Морган истратил значительную часть своего огромного состояния на покупку произведений искусства в Европе. Или Лапен подозревал, что, может быть, за этим стоит какая-то международная организация людей, связанных с искусством, возможно, анархистов. Вообще-то Лапен был чрезвычайно прогрессивным человеком. Он был, например, одним из первых, кто начал систематически использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников. В те времена воры не знали, что воровать нужно в перчатках. И Перуджа оставил массу отпечатков пальцев на стекле от Моны Лизы и раме. Они сняли отпечатки пальцев. Один из отпечатков был достаточно четкий для того, чтобы произвести сравнение. Лапен приказал снять отпечатки пальцев со всего персонала Лувра, 250 с чем-то человек.
Они сравнили отпечатки пальцев с отпечатком со стекла и не нашли совпадений. Лапен был не дурак, он на этом не остановился. И он приказал найти людей, которые работали в Лувре раньше, но были уволены. И команда, в которой работал Перуджа, была вызвана на допрос. 4 явилось, 5 нет. Перуджу допрашивали прямо у него в квартире. В этот момент Мона Лиза, которую сначала он просто сунул под плиту, но потом он ее оттуда вынул и сделал фальшивое дно для чемодана и положил ее в чемодан, а чемодан задвинул под кровать. Так вот, Мона Лиза лежала в чемодане под кроватью, когда полицейские допрашивали Перуджу прямо у него в комнате. Но он казался таким перепуганным, глупым недотепой, что они не стали принимать его всерьез. Сноб Лапен был уверен, что этот простой, необразованный парень не может быть вором, совершившим преступление века, и Перуджу оставили в покое. Между тем скандал вокруг похищения Моны Лизы не утихал. Мона Лиза была на первых страницах газет не недели, а месяцы. Люди стояли в длиннющих очередях в Лувр, чтобы посмотреть на пустое место и 4 шпынька, торчащих из стены, где Мона Лиза раньше висела. Такие интеллектуалы, как Франц Кафка, даже поддались всеобщему ажиотажу и пошли в Лувр посмотреть на пустое место. Мона Лиза становится первым мимом. Она расходится на потешных открытках, на которых она изображалась якобы переживающая разные приключения, путешествующая по миру. На открытке было написано, где сейчас Мона Лиза, и Мона Лиза на этой открытке делала шопинг на Елисейских полях, она играет на гитаре напротив Биг Бена в Лондоне и так далее. То есть Мона Лиза превращается в мим еще в начале 20 века. Тем временем, поскольку следствие явно зашло в тупик, некоторые газеты начинают предлагать солидное вознаграждение за любую информацию о нахождении картины. И, как ни странно, это привело к некоторым результатам. В одну из газет обратился молодой человек, который написал очень насмешливое письмо, в котором говорилось, что он лично не знает, где находится Мона Лиза, но он полностью уверен в том, что Лувр – это просто проходной двор с абсолютно позорной охраной, потому что он лично неоднократно крал из Лувра разные мелкие вещи и ни разу не попался. Этого молодого человека нашли и потащили в полицию. Его звали Жери Пьере, он был бельгиец, и он работал секретарем у Аполлинера. И вот это была очень интересная линия расследования, которая очень понравилась комиссару Лапену. Гийом Аполлинер был одним из лидеров парижских поэтов-авангардистов, который совсем недавно очень публично восклицал, что Лувр нужно спалить дотла и на его развалинах построить новое искусство. Этот потомок неуемной польской аристократки имел огромные связи в артистических и журналистских кругах. Он основал несколько журналов, он был активным литературным критиком, он был человеком, который придумал слово «сюрреализм», и он писал стихи без знаков препинания в форме картинок. И одним из его ближайших друзей-художников был Пабло Пикассо, который совсем недавно приобрел скандальную славу после того, как он выставил картину, которую сейчас считают первым произведением кубизма. «Les Demoiselles d'Avignon» – «Авиньонские девицы». Авиньонские они, между прочим, не по названию города во Франции, а по названию улицы в Барселоне, которая была известна своими борделями. То есть поводов для возмущения у публики, лицезревшей этот шедевр, было предостаточно. Так вот, в этот период своего творчества Пикассо во многом вдохновляется примитивным народным искусством, которое, как теперь выяснилось, было украдено из Лувра. Оказалось, что за несколько лет до этого Пикассо за 100 франков приобрел у секретаря Аполлинера 2 старинные 4 или 5 века до нашей эры иберийские статуи, то есть испанские старинные статуи, которыми он вдохновлялся, когда писал своих авиньонских девиц. И вот теперь выясняется, что эти статуэтки Пьере украл из Лувра. А вы не боитесь, что кто-нибудь украдет эти маленькие статуэтки? Так мы уже украли. О чем Аполлинер и Пикассо, по всей видимости, раньше не знали. Но теперь они узнали.
И они страшно запаниковали, потому что не то чтобы они скрывали эти статуэтки, они стояли у Аполлинера в гостиной на каминной полке у всех на виду. Теперь эти двое здорово перетрусили, сунули эти статуэтки в сумку и всю ночь бегали по Парижу, думая утопить их в сене и спрятать концы в воду. Они таки не решились утопить эти статуэтки. В конце концов Аполлинера арестовали, и на допросе он попытался все свалить на Пикассо. Пикассо, когда его начали допрашивать, вообще попытался сделать вид, что он первый раз в жизни видит Аполлинера и не знаком с этим господином, хотя весь Париж прекрасно знал, что они ближайшие друзья. Короче, оба они вели себя совершенно недостойно, периодически пытались плакать. Ле Пен считал, что они идеальные подозреваемые, и газеты некоторое время смаковали версию о международной банде авангардистов-художников, которые похищают старинные произведения искусства, видимо, с целью их уничтожить. Но в результате никаких улик против этих двоих по делу похищения Моны Лизы найти не удалось, их пришлось отпустить. После чего следствие снова заходит в тупик. Постепенно, очень постепенно шумиха в прессе вокруг Моны Лизы утихает. В апреле 2012 года утонет «Титаник», и внимание публики переключится на другие события. На место Моны Лизы в Лувре повесят небольшую картину Рафаэля, и Винченцо Перуджа сможет немножко расслабиться. Но только через 2 года после кражи он осмелится попробовать избавиться от картины. В те годы во Флоренции жил очень известный арт-дилер по имени Альфредо Жери. Он содержал акционерный дом, и он продавал старинные предметы искусства. Собирал он эти произведения искусства со всей Европы, и для этого он периодически публиковал в европейских газетах объявления, что он предлагает людям купить у них какие-то произведения искусства. И Перуджа увидел одно из этих объявлений в парижской газете, и он написал Жери, в буквальном смысле слова предлагая ему купить Мону Лизу. Когда Жери получил это письмо, он не принял его всерьез. Он подумал, что это или розыгрыш, или ему пишет какой-то сумасшедший. Но кое-что в этом письме его насторожило. Потому что Перуджа писал, что он патриот Италии, и он хочет вернуть картину на родину. И он бы хотел, чтобы Мона Лиза была выставлена в галерее Уффици. И Жери решает связаться с директором Уффици и обсудить с ним этот вопрос. Они встречаются, и они решают написать ответ. Они пишут Перудже ответ с просьбой приехать во Флоренцию и показать им картину, чтобы они могли убедиться, что это подлинник, а не подделка. Перуджа с Моной Лизой в чемодане садится на поезд и приезжает во Флоренцию. Он встречается с этими 2 господами и открывает чемодан, начинает вынимать из него какие-то шмотки, какие-то штаны, рубашки, бритвенные принадлежности, а потом фальшивое дно, и там, завернутая в красную тряпку, лежит Мона Лиза. Оба сеньора от искусства были в шоке, потому что они не ожидали увидеть оригинал. Но эта картина выглядела настоящей. На ее обороте остались инвентарные ярлыки из Лувра и из Версаля, где она была до этого. У них не было рентгеновского аппарата, они не могли сделать химический анализ красок, но у директора Уффици была очень хорошая архивная фотография Моны Лизы. И он начал сличать кракелюры. На всех старых картинах, покрытых лаком, лак в течение времени трескается и образует кракелюры, маленькие трещинки. Рисунок этих кракелюр на каждой картине абсолютно уникален, потому что он образуется случайно. Он уникален, как отпечатки пальцев у людей. Вы можете попробовать искусственно состарить картину, вы можете заставить лак потрескаться, но вы не можете точно воспроизвести рисунок трещин на лаке. И директор Уффици с лупой в руках сличает кракелюры на Моне Лизе с фотографией, которая у него есть. И он убеждается, что это подлинник. И у него на столе лежит настоящая Мона Лиза. То, что произошло дальше, просто побивает все рекорды абсурда. Эти 2 сеньоров говорят Перуджи: хорошо, мы согласны купить у вас эту картину. Отправляйтесь в гостиницу, мы пришлем вам деньги. Перуджа оставляет Мону Лизу у них и уходит в гостиницу ждать денег. Разумеется, первые же люди, которые постучались к нему в дверь, были карабинеры, потому что 2 сеньоров после его ухода немедленно позвонили в полицию.
шум поднялся колоссальный. Новость о возвращении Моны Лизы была еще больше, чем новость о ее исчезновении, потому что к этому моменту она уже была знаменитостью. Перуджа действительно стал в некотором смысле героем Италии. Когда стали известны мотивы похищения Моны Лизы, многие итальянцы сочли его действительно героем. Италия отказалась экстрадировать его во Францию, его судили в Италии. И его приговорили к году лишения свободы, потом этот год сократили до 7 месяцев, а поскольку он сидел в тюрьме 6 месяцев, дожидаясь суда, то его, в общем-то, сразу отпустили, и он практически не был в заключении. И все это время итальянцы посылали ему в тюрьму передачи и деньги, потому что люди всерьез подумали, что он был настоящий патриот, который хотел сделать добро родине. И до того, как Мону Лизу вернули во Францию, она сделала тур по Италии, и ее выставляли в нескольких городах, в нескольких музеях. После чего Италия вернула Мону Лизу в Париж, и она была торжественно водружена на прежнее место в Лувре. Следующие 2 дня после возвращения Моны Лизы Лувр посетило 100 тысяч человек. Это был абсолютный рекорд. Люди шли в Лувр не столько для того, чтобы посмотреть на Мону Лизу, сколько для того, чтобы потом рассказать друзьям, что они ее видели. Мона Лиза превратилась из шедевра Ренессанса в феномен массовой культуры. При том, что слава ее была вызвана тем фактом, что она была украдена. И многие искусствоведы считают, что любая картина, которую тогда украл бы Перуджа, стала бы настолько же знаменитой. И мы бы сейчас с вами сочиняли мимы не о Моне Лизе, а, к примеру, об осени Джузеппе Арчимбольда, которая, на мой взгляд, гораздо лучше подходит к этой цели. Вся эта история вызывает вопрос о ценообразовании в искусстве. Почему одни картины дороже других? Я имею в виду картины одного и того же мастера. Почему, к примеру, Сальваторе Мунди, работы Леонардо да Винчи, был продан за 450 миллионов долларов, а его же портрет Джиневры де Бенчи только за 41 миллион долларов. И даже если мы говорим о картинах, которые, строго говоря, не имеют цены, потому что никто не собирается их продавать, к примеру, Мона Лиза, в общем-то, бесценна, но она застрахована на 750 миллионов долларов. А другой женский портрет кисти Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем», застрахована на 330 миллионов долларов. Означает ли это, что «Дама с горностаем» в 2,5 раза менее ценна, чем Джоконда? Означает ли это, что она хуже Джоконды? За что такая скидка? За отсутствие пейзажа? Нет, просто Джоконда более знаменита. И то же самое происходит с людьми. Вспомните об этом, когда вы в следующий раз будете наниматься на работу и будете обсуждать свою зарплату. Задайте себе вопрос, почему «Дама с горностаем» дешевле Джоконды? С какой стати? На самом деле ни с какой. Просто Джоконде удалось прославиться. А прославиться ей удалось, вообще-то, строго говоря, по недоразумению. Потому что необразованный парень выбрал ее по глупости и потому что она могла уместиться под полу его халата. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Всего вам доброго. До свидания. И цените себя.